Еще вчера я не верил в то, что существуют разные славянские духи, которые как и плохие, так и хорошие. Все это было для меня сказкой. Но теперь я сам стал хозяином одного такого духа. Его зовут Аука. Я не считаю себя его хозяином, скорее другом. Просто так вышло. Свободы он почему-то не захотел сам. После того, как мы приехали на студенческом автобусе в город, я пошел вместе с Аукой к своей машине. Ох, вот это да! Это же машина! Он так протянул, словно она из золота. Настоящая, такая красивая. Его глазки-бусинки заблестели. Да, моя машина – подарок родителей за хорошую учебу. Не хотелось хвастаться, но я правда ее заслужил. А ты молодец. Как я понял, ты, Максик, учишься хорошо. Сколько всего знаешь, удивительно. Я много разных людей видел, но чтобы таких прям вот, нет. Он хлопнул ушками. «Садись, а то на меня будут косо смотреть, что я сам с собой разговариваю». Я улыбнулся, и он ответил тем же. До дома мы доехали быстро, родители были в очередной командировке, поэтому нам было даже комфортнее знакомиться с домом, так сказать. Первым делом я прошел с Аукой в свою комнату, показал ему, что он может располагаться где ему удобнее, и пошел принимать душ. Природа природой, но все же долго бы дикарем я не прожил. Когда я выходил из душа, то услышал интересную беседу. «Ты пойдешь отсюда вон и быстро!» Какой-то скрипучий голосок словно угрожал. Я не пойду никуда. Максим мой хозяин, он меня пригласил. Это был Аука. Дольше стоять и слушать я не стал, хотя коленки пробрала дрожь. Я вошел в комнату и увидел маленького, чуть больше, чем Аука, старичка, который выпучил на меня глазенки и прищурился так. «Он что, теперь меня видит, что ли, а?» Скрипучий голос прям заставил меня нервно ежиться. Я же сказал, что Максим мой хозяин, и я не пробирался к вам в дом, ясно тебе, голова твоя неряшливая? Аука горделиво так сложил свои ручки и посмотрел на старичка. Здрасте. Это все, что я произнес. «Вот значит, как ты, Максим, да? Значит, я вам не нужен больше. Решил себе из леса привести духа. А ты хоть знаешь, чем он промышляет, а?» Старичок скрипел голосом так, словно старые петли, которые 1000 лет не смазывали. «Дожили, всякую нечисть в дом тащит. А, посмотрите-ка на него, тьфу ты на вас!» Он так смачно плюнул, что я аж обалдел. Ну слишком уж невоспитанно. Я вообще дико, конечно, извиняюсь, а вы кто, собственно? Надо хоть знать, хотя я догадывался. «Я? Кто я такой? Кузькина ж-то мать, кто я такой?» Он так замахал руками и стал хвататься за свои мохнатые и до неприличия длинные грязные волосы и рвать их на себе, что я аж сам того не замечая встал за Ауку. «Люди добрые, мамки, бабки, посмотрите на его! Домовой я ваш, как первый камушек заложили туточки, так я и пришел сюда, неблагодарный ты!» Он разревелся, я, конечно, сам своим глазам не верил, но он рыдал и колотил кулачками по полу и рвал на голове волосы, качаясь в разные стороны. Прошу прощения еще раз, просто я вас до сегодня вообще не видел. Я как бы все понимаю, но я его не видел и вообще только в книжках читал. «Домового обидели, уроды, сволочи!»
Он кричал и продолжал истерику. «Я еще раз извиняюсь, а если вы домовой, то почему такой чумазый? Ну, у нас не изба, да и прислуга хорошая, и чисто в доме, и сажи нет, в которой он явно перемазан». Ах, чумазый я для тебя, да? Буржуй ты проклятущий, а ты меня мочалку или кусок мыла дал, да? Он подскочил и стал показывать на меня пальцем и возмущаться. А как я должен был понять, что вы тут живете? Можно было бы намекнуть, ну хоть как-то. Я просто не представлял даже, что у нас есть домовой. А я намекал. Он топнул ногой, вот сварливый. Как? Я аж опешил. Носки твои прятал, прятал, ключи прятал, прятал, посудой ночью гремел, гремел. Что непонятного-то? Нет, он издевается. Серьезно? Вот это намек? У меня носки не тот случай, чтобы упорно искать. А касаемо ключей, так всегда есть запасные. Или вызываю механика, а посуда, так я думал, Бакс это делает, ну или Десота. И я пожал плечами. Пока старикашка фырчал и дул губы, я посмотрел на Ауку. Он, заметив мой взгляд, спросил. А кто такие Бакс и Десото? Я, кажется, увидел в его глазах нервные подергивания. Да не волнуйся. Бакс это кот, Балинес, а Десото это собака, доберман. Ого! Надеюсь, я им хотя бы понравлюсь. Аука так выдохнул, прием домового его явно огорчил. Как, впрочем, и меня. Не думал, что у нас такой вреднючий домовой. Я думаю, вы все подружитесь, а вот кое-кому следует вести себя поприличнее. Я посмотрел на домового, понимаю, что с моей стороны глупо указывать ему, но попытка того стоила. Мне? Ну, знаешь ли, я тебе устрою. Он тряхнул головой, а потом испарился. Я стоял минут 5 и смотрел туда, где только что был домовой. Наверное, был в шоке. Ну, знаете, стоит тут себе волосатый и бородатый карлик, который тебя доходит только чуть выше щиколотки, ворчит, ругается, а потом бац и испаряется. Я подошел к своей кровати и сел. Аука, ты кушать хочешь? Правда, я не знаю, что ты ешь. А ведь и правда, чем кормить-то, или они сами питаются? Я ем все, как и вы, люди. А можно мне вон туда сначала? Он указал на душевую кабину. Хочешь принять душ? Да без проблем. Тебе как, погорячее или похолоднее? Ну а что, может, духи тоже моются? А мыльце душистенькое есть? Он хлопал ушками. Есть шампунь с ментолом, гель цитрусовый, а вот чего-то прям такого нету. Правда, есть шампунь питомцев, но мне как-то стыдно предлагать. Я не хотел его прямо обидеть, ну мало ли что. А и зря. А у них какие? Ну, там есть с розами и всякие. Мама ухаживает за котом, а отец за своим доберманом. Пойдем в их личную ванную, я покажу все. Ух ты ж, пойдем. Он посмотрел и усмехнулся. Что? Ты меня боишься, я чувствую. Ты же хозяин, не должен бояться. А я и не тебя боюсь. Обидеть, вот боюсь. Просто не знаю же, что и как. Я говорил правду, но обидеть его все же не хотелось. Я расскажу тебе все. Да и надо обсудить будет, что ты теперь со мной связан. Ты уже понял, что теперь видишь всяких там существ. Но ты не бойся. Просто немного жизнь будет интересней. Он улыбнулся, а его глазки стали как огоньки. Ах, ну хорошо. Надеюсь, что мы с ним поладим.
В целом день знаком с домом прошел неплохо. Питомцы тоже оценили нового друга, даже обнюхали. В еде Аука оказался действительно неприхотлив. А еще он оценил просторы интернета, особенно когда мы нашли статьи про него. Хохотал он очень долго, говорил, что правда, а что нет. Но в целом я понял, что мы люди ничего о них даже толком и не знаем. Поэтому в случае беды мы просто беспомощны и будем как полные кретины бегать со святой водой, крестами и серебром. Да, вот они поржут над нами, даже как-то обидно стало за наш вид. Также Аука рассказал про некоторых духов, которые могут обитать в городе или деревнях, а также как лучше себя защитить. К слову, святая вода не такая уж и плохая попытка, но только если она правду освященная, а не то, что нам обычно впаривают. Все было прекрасно. Я убедился, что теперь могу некоторые прикольные вещи, помимо того, что теперь способен видеть разных духов и даже понимать их. У меня появилась интересная способность. Щит. Не такой, конечно, как я представлял, опять же, судя по фильмам, а просто 5-секундный замороз действий. Возможно, это звучит хиленько, но как мы знаем, что бывает, и это спасает. Аука показал, что если любой человек сосредоточится и сможет почувствовать себя силами природы, то это может помочь даже в лечении болезней. А также вода способна смыть многие напряжения и очистить разум, расставляя все по своим местам в голове. Но и может наоборот стать цунами эмоций, которые сводят с ума и доводят до самоубийства. Такого поворота я не ожидал. А мне казалось, что наша жизнь намного проще. Приближался вечер, и как хорошо, что завтра были выходные. Поэтому было решено смотреть фильм и есть чипсы. Они, кстати, очень сильно понравились Ауке. Пить газировку и завтра спать до обеда. Мы посмеялись над тем, что мы лентяи, но также я пообещал погулять с ним по городу, а для прикрытия возьмем добермана де Сота. Пусть думают, что ему рассказываю. Поговорил с родителями, спросил у них про домового, что а вдруг у нас тоже есть. Они посмеялись и сказали, что я фантазер. Ну что же, придется самому решать вопросы со сварливым лохмачом. Правда, он вот решил это не откладывать. Мы лежали, смотрели комедию, смеялись. А потом электричество погасло во всем доме. Это я понял по потухшему фонарю под моим окном. Вот почему-то в этот момент я даже не подумал о том, что если вырубает пробки, то срабатывает аварийный свет, который держит до 4 часов, пока не включишь пробки или не дадут электричество. Вот, блин, пробки выбило, пойду включу. Я значения не придал этому. Хорошо, а я тут тебя подожду. Аука расположился поудобнее на подушке. Я включил фонарик в своем телефоне и пошел в подвал, чтобы исправить наш темный сумрак. Честно говоря, после ситуации в лесу я как-то побаивался темноты. Но я уже дома, а вот про домового забыл я очень даже зря. Дверь в подвал я нашел быстро, лестница там была крутой. Я шел аккуратно, но когда я почти спустился, то она резко стала какой-то не такой. И я полетел по ней вниз, как будто катился с горки. Телефон отлетел куда-то и погас. Блин, такого я точно не ожидал. Но делать нечего. Нужно найти телефон и включить, чтобы был фонарик. Рыская на четвереньках по полу, я услышал какой-то странный скрежет. То с одной стороны, то с другой. Словно кто-то точил когти об деревянную поверхность. Мелкая дрожь прошла по моему телу. Но я сказал сам себе, что глупо бояться темноты. А все остальное просто мое больное воображение. Да и что может со мной случиться-то дома? Только мало помогло мое самоубеждение
так как царапанье усиливалось и словно приближалось ко мне. Это вообще мне не понравилось. Я попытался встать, но словно прирос к полу. Может быть, ноги затекли. Попытка, еще одна. Я мог передвигаться только на четвереньках, очень странно. Может быть, это Аука решил пошутить? Ну, мало ли. Аука, ты снова решил так пошутить? Если да, то это плохая шутка, и я очень обижусь. Может, он просто хотел так со мной поиграть, но эта идея мне не понравилась. Но ответа не было, только пол подо мною стал качаться, словно волны. Скрежет стал настойчивым, приглушенный рык и топот тяжелых ног, которая сменялась стуком и скрежетом пола. Аука, шутка затянулась, и мне сейчас не смешно. Я еще после леса не отошел. Я старался говорить убедительно, но сам не узнавал своего голоса, а он сейчас, кажется, предательски дрожал. Ответом мне был лишь смех, но не такой, как тогда в лесу. Он был сухой, словно старые половицы скрипели, и от этого становилось еще более зловещим. В меня тут же прилетели теннисные мячики и стали больно отбивать мне все тело. Никогда бы не подумал, что они могут так сильно бить. Нужно было как-то прекратить этот дурдом. Я сделал еще одну попытку встать, но по-прежнему не могу подняться. Нужно ползти к выходу. Благо дверь была приоткрыта. Это значит, что вставать к ней не нужно. Я начал ползти, стараясь не обращать внимания на все непонятные мне звуки, чье-то шипение или же треск деревянных столбов. Я боялся, что они просто завалят меня тут. Но в какой-то момент я перекосился на бок. Это выбило меня из более-менее устойчивости нервов окончательно. Моя левая нога просто отказала и повисла, как будто это вовсе не нога или просто не моя. И вот тут я уже не выдержал. Я забыл все то, что говорил Аука, как можно себя защитить. Да я не практиковал даже. И вот сейчас мне почему-то показалось, что это не он. Аука! Я крикнул так, что содрал себе все горло, мой голос под конец крика охрип. Надеюсь, что он поймет, что меня долго нет. Он был моей хрупкой надеждой на спасение. Снова и снова этот хриплый смех. Кто это делает? Покажись! Я не был готов, конечно, увидеть, но, возможно, смогу договориться. Голос у меня был настолько хриплым, что я почти шептал. Кто это делает? Кто это делает? Скрипучий голос пробирал неприятным холодом. И это в прямом смысле. Кончики моих пальцев на руках покрылись инеем. Что-то было знакомо в этом возмущении. И как же я сразу не догадался. Это домовой. Зачем ты так? Я же не делал тебе ничего плохого, я просто не знал. Я выдавливал каждое слово, так как слова терялись из-за онемения и сорванного голоса. Ах, понял таки, да. За что? Как это за что? А кто притащил этого из лесу? Я? Нет, не я. А еще и жить его сюда. Он явно перешел на противное шипение. Не прощу! Его крик оглушал мои уши, я просто закрыл их руками, а потеряв опору, тотчас упал. Эй ты, трухлявый, совсем того? Аука, он пришел. Ты нечисть, я тебя вышвырну отсюда. Скрип продирал до мозга костей. Пусти моего хозяина. Краем глаза я увидел, как Аука немного увеличился. Его глаза стали красными, клыки более острыми. Где были милые пальчики, показались когти. Даже мне сейчас стало страшно, глядя на него. Это как увидеть близко к себе мини-медведя-гризли.
только более подвижного и злого. Сам же домовой тоже не остался в стороне. Из лохматого старика, который, к слову, на первый взгляд был немощным, стал меняться. Лицо исказилось, глаза были янтарными и отсвечивали красными пятнами. Когти были как мелкие лезвия и клыки. Охренеть, у него тоже есть клыки. Вот почему тут грёбаная темнота? Я видел частями, так как их глаза светились, но то, что я видел, меня ужасно пугало. Пол подо мною перестал качаться, но тело парализовало. Я просто лежал на боку и не мог пошевелиться. Ты нечисть приблудная, я покажу тебе, как со мной связываться. Домовой хрипел и качал своей башкой, оголяя клыки. Пусти Максима, и я, может быть, не трону тебя. Аука шипел на него, и это не было смешным или забавным. Хозяин, говоришь, твой? Ну что же, хорошо. Ха-ха-ха-ха. Он рассмеялся, а мне пришибло током, и я стал задыхаться. Успеешь спасти хозяина? Или будешь его вечность оплакивать? Ха-ха-ха-ха-ха! Домовой кинулся на Ауку. Аук отшвырнул его в сторону и побежал ко мне. Мне было страшно. Воздуха в легких не хватало. Я был как рыба на суше, ни слова, ни крика. Ничего, просто паника. Но он не успел до меня добежать. На его горло была накинута какая-то зеленая нить, с виду тонкая, но раз Аука упал, значит крепкая. Он брыкался и ревел медвежьим ревом, а домовой, просто сильной злостью в глазах, сжимал в руках удавку, наслаждаясь этим зрелищем. Пол подо мною стал гореть, лежать было уже слишком жарко и мучительно, кожа словно плавилась. Довольный, видимо, своей местью, домовой начал раскатисто смеяться. От его смеха все дрожало, и в этот момент Аука смог оборвать удавку и зарычал. С его горла капали мелкие капельки крови. Аука закрутился вокруг себя, словно волчок, и стал что-то произносить. Домовой пришел в ярость и стал когтями корябать пол. Аука зажал уши и снова взревел. Звук его рева привел в нервный срыв даже меня. Я стал биться в конвульсиях и уже смутно понимал, что происходит. Чувствовал только одно, что я медленно захлебываюсь, но не могу даже звука издать. И это мучительное состояние тянется как на замедленной пленке, а потом меня просто отбрасывает к стене. Прости, хозяин, так надо было. Аука крикнул мне, а я обратил внимание, что могу шевелиться. Правда, вместе с этим и боль пришла, и очень сильная. Надо собираться и помочь Ауке, только вот как? Они ходили по кругу, пристально сверлили друг друга глазами. Пол под нами горел огнем. И еще немного пожар перейдет на весь дом. Этого допустить нельзя. Я оглядывался по сторонам и искал хоть что-то, чтобы помочь Ауке и не спалить дом. Но я ничего не видел почти, кроме того, что озарялось огнем и их глазами. Они же, как два паука, залезли под потолок и кружили там, шипя и пытаясь царапать. Огонь шел за ними, но почему? И только тут я понял, что это не пожар, а что-то другое. Он словно окутывал их, не приближался. Максим, уходи! Аука крикнул мне, я решил, что стоит послушать его. Нет, я с ним не закончил, погонь дикая. И домовой прыгнул на меня, и я с ним оказался в моей комнате. Он тут же повернул меня к себе лицом. Ну что, решил, что можно поступать так с тем, кто способен тебя прибить и тащить в дом погонь проклятущую?
Он меня выбрал, и я не хотел убивать. Я, конечно, не уверен во всем, но сейчас точно. Аука сейчас появится, и тебе полный звездец. Не думаю, я его заманил в огненную ловушку. Как только она закроется полностью, так он просто выгорит, как хворост. И рассмеялся, громыхая. Нет, я попытался вывернуться, но он держал крепко. Он сверкал глазами, его когти больно впились в плечи с такой силой, что у меня пошла кровь, горящими струйками потекла по рукам. Почему ты не можешь жить с ним в мире? Он же не сделал тебе ничего плохого, а я просто не знал. Возможно, глупо говорить так, но я сказал правду. Ложь! Ты лжешь! Ты решил меня заменить! Он поднял одну руку и полоснул когтями мое лицо. Нет, я не знал о тебе! Я зажмурил глаза, ожидая своей участи, но меня откинуло в сторону. Беги, Максим! Аука стоял, закрывая меня, он был ранен. И я видел волдыри от ожогов, мне стало за него страшно. Аука, я хочу помочь тебе! Сглотнув ком в горле, боясь помешать ему. Ты человек, а я дух. Даже если я не смогу выстоять, то ты сможешь убежать. Он говорил серьезно, в его голосе больше не было детского звона. Он был хриплым. Шапляк, притащил в дом лесную тварь и прячешь от того, кого сам предал. Домовой злом сверлил меня глазами, словно не замечал здорового Ауку, который стал теперь уже как взрослый медведь-гризли. Он тебя не предавал, он просто пожалел меня. А ты сколько лет жил тут и не делал ничего для него? Аука не сдавался. А что они сделали? Может, молока дали или мыло? А может быть, хоть как-то проявили заботу и благодарность обо мне? Нет, они думали, что все так и должно быть. Они люди. Они уже не те, где мы жили раньше. Мало кто верит в нас. Отпусти его. Аука зашипел. А мне плевать, ни ты, ни он отсюда. Живым не уйдете. Ха-ха-ха-ха. И он расхохотался. А вот пол подо мною стал качаться и трескаться. Аука подхватил меня и закинул себе на спину. Ты погубишь и себя тоже. Аука, видимо, последний раз решил убедить разбушевавшегося домового. Плевать! Он выкрикнул каждую букву, и он палил вокруг себя, мне стало жаль даже его. Безумный, он не умел остановиться. Доски затрещали и стали плавиться. Аука забрался под потолок, а вот домовой не успел. Доски под ним пошатнулись, и он кубарем полетел в собственный огонь. Нет, он же сам погибнет. Да, он хотел меня тут сжечь, но мне было его жаль. Он же просто не понял, что его не хотели обидеть. Тебе жаль его? Аука удивительно спросил. Да, как бы это ни было, но он просто не умеет верить. Аука мне ничего на это не ответил, а просто резко прыгнул со мной на подоконник, за который цепился когтями домовой. В его глазах был страх, я не знал, что делать. Максим, сейчас только ты решаешь, погибнет он или нет. Аука поставил меня и отошел. Времени у тебя нет. Он отвернулся. Я посмотрел в глаза домового, подоконник почти треснул, а он вот-вот сорвется. Он не просил о помощи, а только с ненавистью смотрел на меня.
Стоит, наверное, встать и уйти, но я почему-то не могу. И вот последние щепки подломились, и он вскрикнул, не знаю как, но я схватил его за запястье, потерял равновесие и полетел с ним. Его глаза изменились, а время словно остановилось. Он смотрел обычными бронзовыми бусинками и не понимал, почему я лечу вместе с ним. Вокруг нас что-то происходило, но я не видел, стыдно было перед Аукой. Он рисковал ради меня, а я теперь вот так погибну. Женский голос заставил опомниться, и я понял, что мы очень медленно летим вниз. Я обернулся, там стояла девушка и гордо смотрела на всех. «Простите, а вы кто?» Глупо, конечно, с моей стороны, но уж больно красивая она. «Я Воструха, всегда наблюдаю за нравственностью и непорядочностью в доме. И не терплю обмана и злости». Она щелкнула пальцами, и все вернулось на свои места. Аука просто сел на подоконник и наблюдал за гостьей. А она продолжила. «Я вижу, Максим, ты теперь хозяин лесного духа. И вижу, что сам ты принял это решение. А еще знаю», она косо посмотрела на домового, «что ты о нас и знать не знал. Поэтому и пришла, чтобы вы решили вопрос миром». Она еще раз щелкнула пальцами. Теперь я с домовым опустились на пол. Даже почти не ударились. Не верю я ему. Как можно было не знать про нас? Домовой принялся ворчать снова. Да если бы я знал, то я бы не обделил вниманием. Как-то мне даже не по себе стало. Да, а вот этого нашел и притащил, а он тебя даже спасать не стал, когда ты меня выбрал. Домовой решил показать свое превосходство, а Аука спокойно сидел. Я спас хозяина, вы бы не упали, верно я говорю? И он посмотрел на Воструху. Кажется, не запомнил просто еще точно. Верно, Аука, просто я вмешалась раньше. Она кивнула, а мне прямо выдохнуть захотелось. Простите, я правда не знал, если могу что-то сделать, то всегда пожалуйста. Просто раз уж я вас вижу теперь, можно же и сказать. Я пожал плечами. Я думаю, что сейчас возьму метлу поганую, и ты, Максим, выметишь этого наглого домовика из дому. Воструха смотрела злостно на домового, который тут же выпучил глаза. Нет, нельзя. Мы просто не поняли друг друга. Я хотел его немного оправдать. Он хотел убить тебя. Она вскинула бровь. И не остановился бы. Почему жалеешь его? Она так пронзительно посмотрела. Я надеюсь, никто не будет на меня в обиде, но он тут жил много лет. Плохо, когда тебя не видят и не слышат. Но и Аука мне дорог, я ему, надеюсь, друг. И он простит, что я так поступаю. Нам нужно просто жить в мире всем. А может быть и получится, ведь Аука же не делал ничего плохого. Да и домового из дома гнать нехорошо. Я словно каждое слово подбирал. Прости, Максим. Домовой склонил голову. Быть мне тебе верным, а тебе другом, лесной дух. Он поставил какой-то символ на своем плече, и тот загорелся и исчез. «Не верю», – прошептала девушка. «Глазам не верю. Домовой в верности присягнул одному хозяину, как и дух лесной». Она сидела с такими выпученными глазами. «Ой, не надо мне служить, а пожалуйста, друзьями, ну». Вот я вообще не хотел быть хозяином. А это уже только ты сам и решишь, Максим. Но позже. Аука подпрыгнул и оказался у меня на руках. Мы даем клятву верности только одному единственному человеку за всю нашу вечность. А если мы друзья тебя, то потом ты и освободишь, но не раньше, чем через 10 лет.
А пока будем служить. А как ты с нами обращаться будешь? Только тебе и решать. Он захлопал ушками и потерся об меня. Может, поедим, я пиццу закажу. И только не обижайся. Я посмотрел на домового. Может, тебе помыться? Вон гель тебе подарю. Его я злить вообще теперь боялся. Мне! Он просиял, как лампочка. Спасибо, я так давно мечтал помыться-то. Он даже всхлипнул. Как я узнал позже, домовые моются только водой, пока хозяин дома мыло не подарит. И едят так же. Они, конечно, бессмертны почти, но вкусняшки-то кто не любит. Воструху мы тоже пригласили. Она вежливо отказалась, но пообещала как-нибудь прийти к нам на обед, когда мы все же перестанем ругаться совсем. Честно говоря, для меня было огромной новостью, что нас ежедневно окружают различные духи. Это, знаете ли, очень смущает, так как за тобой наблюдают. Но Аука с домовым меня успокоили, сказав, что я не тот, кому пакостят, хотя иногда и заслуживаю. Духи бывают как добрые, так и злые, а есть и нейтральные, которые, глядя на человека, решают, помогать ему или же наоборот. Многие из них становятся даже помощниками ведьмам и ведьмакам. Но это редкость, так как они очень часто не сходятся характерами, да и опасно им прислуживать. Обещала Аука рассказать историю мне одну, удивительную, про ведьмака. Как-нибудь за ужином сказал, что она очень поучает. А что касается меня, так я должен научиться пользоваться тем, что получил в дар от домового и Ауки, что оказалось весьма сложным. Жили спокойно, а теперь еще нужно научиться себя узнавать с другой стороны. Домовой сказал, что если я стану достойным, то сама природа наградит меня силами, но я вот как-то не очень хочу. Судя по тому, что тогда моя жизнь сильно изменится, а я как-то миролюбивый совсем. Домовой показал, как правильно следить и защищать дом. А еще он умеет перевоплощаться много во что и очень хочет прокатиться на машине. Думаю, что для него это я смогу сделать. Когда родители приехали, то решили, что я слишком увлекся фольклором, но все же поддержали, сказав, что так даже веселее. А потом у отца резко получилась крупная сделка, и он решил, что это будет неплохой приметой. А потом искал в интернете, как в офисе домового себя тоже завести. Ох и хохотал домовой. Он обещал помочь, а мама решила устроить свой день рождения в славянском стиле, сказав, что это будет необычно. Она вообще любит все необычное, даже битву экстрасенсов смотрит. Тут Аука мне помогал, чтобы я помогал маме с ее праздником. Вышло, кстати, очень даже хорошо. Все прям прониклись и оставляли подарки, думая, что раз отцу так повезло, то стоит и себе завести талисманы. А нам-то что, хорошо. Аука и домовой при подарках, я стал типа местного гуру по духам. Но мы и других не забывали. Даже в лес к Ауке ездили, только он сам гостинцы относил своим родичам. Я побоялся. А домовой стал поговаривать о женитьбе. Я сначала думал, что он меня решил женить, а он о себе. Не знаю, что будет. Но ссоры еще есть у нас. Правда, никто больше убить никого не хочет. Но все же. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением,
твой Андрей.